Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет про реликвии. Постараюсь ответить на несколько часто самых задаваемых вопросов по поводу реликвий. Начнем с первого, да. Многие, когда доходит шкала, спрашивают, что делать, да, то есть почему, то есть думают, что если когда набрать 300 тысяч, да, вот здесь, в этой реликвии, в серпах смерти, да, соответственно, она должна появиться. Нет, точно так же, как вот Грааль, все старается получить 100 тысяч, да, чтобы получить Грааль. Когда вы набиваете шкалу полностью, 100 тысяч, 300 тысяч, да, там, дальше 500, 700, ну, там уже будет понятно, да, то есть первый раз вы доходите до Грааль 100 тысяч, у вас заполнена шкала, это значит, что ваша молитва, да, которая вот у нас есть молитва, можем один раз помолиться, можно 10 раз делать молитву, если у вас есть достаточно материала для этого. Соответственно, когда мы просто сейчас будем молиться, у нас рандомно выпадают какие-то предметы. Когда шкала заполнена, это значит, что у нас не будет здесь 10 молитв, здесь будет тоже одна молитва. Соответственно, следующая молитва это будет 100% выпадание реликвии при заполненной шкале. Это первый вопрос. Поэтому сейчас стало чуть полегче, да, то есть если вы не покупаете, к примеру, месячные вот эти подписки, да, где есть молитвы, сейчас добавили задания в подземелье, поэтому старайтесь, чтобы у вас молитва была в запасе, да, соответственно, если вы видите, что шкала подходит, вот на днях, да, соответственно, старайтесь, чтобы молитва, не тратьте молитву, а ставьте ее, когда ваша шкала заполнится полностью, вы нажимаете, и вам выпадает нужная вам реликвия, да, то есть, в принципе, Грааль для большинства, да, то есть, те, кто первый раз, потому что потом вы уже как бы будете знать, владеть информацией. Дальше, по поводу прокачки. Прокачиваются они в сокровищах. Вот они попадают в сокровища. Они точно так же идут в рейтинг сокровищ, да, то есть вот здесь рейтинг тоже сокровищ будет расти с прокачкой Грааля. Прокачиваются они точно так же, вот, заточка и восхождение. Единственное, смотрите, чтобы поднять пассивные свойства, нужно затачивать, да, то есть, если поднимать звезды, да, то у нас будут подниматься вот здесь характеристики, да, то есть восстановление энергии будет быстрее. Соответственно, я бы не рекомендовал вам затачивать, да, вернее, поднимать звезды, тратить материал, святой источник на это, потому что, во-первых, это очень дорого и особо не несет никакой себе пользы, там прям важно, потому что заточить на плюс 10, да, и получить максимальный бонус от Грааля, скорости, да, поначалу мы получаем Грааль со скоростью 0,5%, да, то есть нам нужно до 6. Вот здесь уже заточил на плюс 7, всего на все 4%, да, то есть еще нужно 2% поднимать, еще точить и точить. Святой источник, если вы не донатите, получать довольно-таки сложно. Он дается в подземелье и с молитв падает, да, но если вы, к примеру, не донатите, и у вас нет подписок, да, то получаете молитвы в небольшом количестве тоже в подземелье. Поэтому затачивается тяжело, не тратьте на поднятие звезд. Очень многие совершали ошибку, да, и поднимали звезды, тратили святой источник, а потом, тормозилась процесс заточки и поднятия скорости. Это также касается всех остальных реликвий, да, то есть реликвии могут выпадать случайным рандомным способом, да, получить вторую, третью, там и дальше реликвию. Игрокам, не обладающим большим донатом, можно только исключительно рандомом, да. У нас есть игроки, которые уже 4 реликвии получили. Вот так вот попадало случайно. Поэтому, я думаю, в какой-то промежуток времени у всех будут все реликвии. И основным процессом, как бы камнем преткновения станет их заточка, да, поднятие их свойств. Поэтому, если вы получили Грааль, заточили его, и вам выпала следующая реликвия, да, там, серп, не спешите его тоже точить, поберегите камни, возможно, есть смысл подождать, да, то есть какую-то третью, четвертую реликвию они выпадут когда-нибудь, и, соответственно, сразу прокачайте их. Тут уже как бы, возможно, как бы работа на перспективу. Вот. Или же посмотрите, если вам это не нужно, если вам нужно как раз вот там поднятие морали, да, если вы полностью играете от морали, соответственно, у вас там везде все стоит, и вам нужно порог морали поднять, тогда есть смысл поднимать реликвию, прокачивать вторую, там, третью на удачу. Вот.
Поэтому говорю, тут главное не спешить. Если что, в принципе, во всех у нас группах, там ВКонтакте, особенно в Телеграме очень много там админов, которые разбираются в игре и круглосуточно готовы дать вам подсказки, ответы. То есть очень нормальная там группа, я бы всем рекомендовал там подписаться, потому что там дают, разжевывают прям информацию по буквам, по полочкам люди. Поэтому, если есть вопросы, можно будет всегда там задавать. На этом пока все. Всем спасибо.